Доброго дня, дамы и господа, уважаемые коллеги. Пятница, 16 декабря. Приветствую всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал. Ну что ж, будем разбираться в сегодняшнем дне. Во-первых, напоминаю, что сегодня пятница. Конец рабочей недели на фондовых рынках. Многие трейдеры стараются закрыть все свои позиции, дабы не уходить с ними на выходные, потому что никто не знает, что будет в понедельник. Поэтому это и безусловно всегда оказывает определенное свое влияние на весь рынок, в том числе и на рынке криптовалют. Мы знаем, что в 2 часа ночи закрывается Чикагская товарная биржа торговли фьючерсами. Соответственно, на выходные дни криптовалютный рынок уходит с низкой волатильностью. Поэтому в последнее время суббота и воскресенье являются в основном такими флетовыми днями. И рынки ждут уже открытия понедельничных торгов. Что сегодня по экономическому календарю? Достаточно такой более-менее спокойный день, однако в час дня нас ожидает объявление индекса потребительских цен и инфляции по еврозоне. Безусловно, это будет оказывать свое влияние на индекс доллара, индекс доллара будет иметь определенное влияние на абсолютно весь рынок. Инфляция в еврозоне составляет 10%, что является больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Пока по прогнозу она составляет 10%, точно так же, как и в предыдущем месяце. Соответственно, в час дня нас ждет повышенная волатильность. Будем наблюдать, смотреть, что происходит в моменте на всем рынке. Индекс доллара перед вашими глазами. Индекс доллара сходится в нисходящем клине. Мы знаем, это бычья формация. Целевая может находиться вплоть до отметок 108 пунктов по высоте основания этого клина, так как мы меряем по техническому анализу. С небольшим запасом я всегда это беру. Мы уже видим, что цена пытается выйти, или не цена, а значение индекса пытается выйти с этого нисходящего клина и идти в восходящем направлении. Первой преградой, которая будет являться, безусловно, это будет пошаговая какая-то структура роста. Более-менее важное значение у нас находится на пересечении EMA 200 на 4-часовом таймфрейме, которая выступает у нас то линией поддержки, то сопротивления. Мы видим, как цена, или значение индекса реагирует на подходе к этому уровню. Соответственно, можно полагать, что при подходе уровня цены сюда будет видна какая-то реакция продавцов на этот уровень. В данный момент времени американские фьючерсы торгуются в легком минусе. В принципе, структура начинает рынка меняться. У нас было сильно восходящее направление. С учетом того, что сегодня пятница, как я уже сказал, рынок стремится зафиксировать свои какие-то прибыльные позиции, закрыть свои лонги, то это может оказывать, безусловно, влияние на весь рынок. То есть, продавая свои позиции, естественно, их надо продавать кому? Покупателю. Цена начинает стремительно двигаться, и сегодня может быть какой-то более-менее такой неплохой волатильный день во время американской торговой сессии. Что у нас происходит с доминацией биткоина? Биткоин доминация, в принципе, идет в рамках пока той разметки, которую я сделал. Основная у нас поддержка сейчас выступает в районе 41%. Сформирован красивый паттерн бабочка Гартли. Мы достигли пикового значения. Сейчас доминация пытается корректироваться в области этих значений. Как оно там будет, будем смотреть. Но, по крайней мере, доминация тоже стала у нас немножко снижаться. Что у нас с доминацией стейблов? Вчера доминация стейблов стала подрастать. Это был рост порядка более процента. Соответственно, мы видели снижение всего криптовалютного рынка. Сейчас мы находимся, в принципе, в боковом диапазоне. Был ложный вынос
ложный вынос покупателей. Соответственно, сейчас цена опять-таки вернулась в полный боковик. Но мы видим, что на дневном или на недельном таймфрейме мы идем в восходящем клине и ждем его пробоя вниз для того, чтобы мы понимали, что у нас начинается бычья структура всего рынка. Будет это в этой точке или не будет, ну, будем смотреть, наблюдать, по крайней мере, ничего не мешает той же доминации стейблов отрисовать здесь такую структуру и пойти выше. Соответственно, мы понимаем, что 2023 год идет ужесточение всей денежно-кредитной политики Америки, и свободных денег в экономике станет еще меньше. Соответственно, ну, лично мои ожидания на следующий год, они такие достаточно умеренно консервативные в плане роста рынка криптовалют. Поэтому я полагаю, что ну, как минимум это будет половина года какого-то боковика. Ну, будем смотреть в моменте на те новости, на ту статистику, которую нам будет давать мировая экономика. Что по самому биткоину? Я, собственно говоря, сегодня в телеграм-канале опубликовал те значения, которые могут интересовать нас в плане продаж, потому что структура тренда у нас изменилась. Мы сейчас начинаем формировать нисходящее движение. Вот, собственно говоря, наблюдается первая реакция на зону того же продавца. То есть у нас есть два блока сопротивления сверху. Это 17 500 долларов, 17 600. И вторая зона более верхняя, 17 700 долларов. При подходе цены к этим значениям, безусловно, может появляться определенная реакция. Да, мы здесь видим определенную непроторгованную область, потому что вчера мы пролетели ее достаточно на хорошем сильном импульсе. Но в рамках дня, в принципе, можно присматриваться к продажам, потому что общий тренд у нас идет сейчас пока, во-первых, общий тренд нисходящий, локально он у нас также стал нисходящим, когда мы сменили структуру тренда, структуру направления. Вчера мы получили достаточно большой импульс вниз от области 17 700 долларов. Позавчера у нас на выступлениях Федеральной резервной системы был более существенный импульс на 18 300. Ну, соответственно, сейчас активно включились продавцы в игру на снижение. Тем более с учетом того, что сегодня пятница и индекс доллара выходит из нисходящего клина в восходящем направлении, можно полагать, что сейчас будут на рынке доминировать продавцы. Ну, соответственно, мы смотрим, наблюдаем за реакцией продавца в этих зонах, и нам ясно и понятно, если здесь искать продажи, то здесь являются самые короткие стопы, безусловно, за этими уровнями. Один уровень и второй уровень. Если мы посмотрим по FIBA, к чему мы пришли, то значит, мы сейчас находимся на 50 уровне, который является достаточно значимым. Ну, 61 уровень находится также в области 17 550 долларов в районе блока продавца. Поэтому пристально лично я смотрю за этим уровнем, как будет цена подходить к нему и какая будет реакция продавца на него. Значит, что касается эфира. Эфир, в принципе, имеет более-менее похожую структуру с биткоином. Если смотреть на него в локальной картине, то опять-таки у нас вчера был импульс из области 1290. Второй импульс у нас находится 1306. Ну и верхний, значит, 1340. Все эти блоки являются блоками продавцов. Соответственно, это большие зоны сопротивления. Мы видим это и по объемам, которые прошли у нас в боковых. То есть каждый из этих уровней является блоком. Этот блок у нас нижний блок поддержки пока. Но верхние блоки это полки продавцов.
Соответственно, цена при подходе к одному из этих блоков верхнему может нащупать опять реакцию продавца на снижение. Если посмотрим на старших таймфреймах, мы с вами можем нарисовать определенную линию поддержки последнюю. Ну, пока еще вот так ее обозначим. То есть мы определяем, где у нас находится поддержка. Ну, поддержка, понятно, находится у нас в блоке 1265 долларов. Ну, соответственно, надо смотреть в моменте, как развивается структура самого рынка и о чем он нам говорит. Да, у нас идет нисходящее движение по рынку. Ну, импульса на покупку мы не видим, поэтому эту трендовую можно сейчас пока перемещать и смотреть за тем, как будет зарождаться очередной импульс. Либо это будет импульс на продажу, как это было вот в этих точках сопротивления. То есть каждый подход к уровню сопровождался определенными продажами. Ну, в данный момент времени мы опять-таки начинаем подходить к уровню сопротивления. Тем более здесь еще находится у нас Moving, это 200-й Ямашка. Как будет цена его проходить, будем смотреть. То есть мы видим, как здесь на истории, что он выступал у нас с уровнем поддержки. И в принципе цена при касании его, да, нащупывала некую структуру, да, свою, и мы начинали отбиваться от нее. Сейчас мы подходим к ней снизу, соответственно, это является уровнем сопротивления. То есть здесь можно ожидать реакцию продавца на подход к этой зоне. Я думаю, что основные моменты мы рассмотрели. То есть по эфиру опять-таки повторюсь, что блоки основные продавца находятся здесь, здесь и здесь. То есть продажи можно искать внутри этих зон, искать точки на продажу. Ну, пока сегодня у нас пятница и тенденция как бы продолжается на снижение, поэтому сейчас разумнее искать точки входа в шорт. Все, дамы и господа, разобрал текущую локальную картину. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, всем профита, всем пока. Все дальнейшее общение в рамках телеграм-канала.